Ямайская валютная система. Большая афера. Ямайская валютная система была принята 8 января 1976 года и официально считается действующей до сих пор. Она пришла на смену Бреттон-Вудской валютной системе, золотые стандарты которой постепенно показали свою несостоятельность в современных условиях и оказалась большой аферой, запустившей череду кризисов и эру неконтролируемой инфляции. Если вы не видели наш материал о Бреттон-Вудской валютной системе, то проходите по ссылке выше или в описании к ролику. Я рекомендую сначала посмотреть именно этот выпуск. США, пытаясь продавить развивающиеся страны путем предоставления вечных займов, как это было во времена Бреттон-Вудской системы, со сменой международного валютного курса вновь надеялись на единоличное лидерство. Однако чрезмерная жадность отцов-основателей, негласно стоящих во главе Федеральной резервной системы и Международного валютного фонда, помешала Америке вновь обманом завоевать господство в мировой финансовой системе. Чтобы понять, где же просчитались американцы на этот раз, разберемся в целях и задачах ямайской валютной системы, которая в новых внешнеполитических условиях существует лишь на бумаге. Преемница Бреттон-Вудской валютной системы должна была подарить миру большие объемы ресурсов для расчета и развития экономик Европы и Азии, которым гегемония США с их долларом и всеобщим властвованием не давала стабилизировать свои национальные валюты. В конце 60-х, когда холодная война постепенно делила мир на тех, кто с СССР, и верных подданных США, было очевидным невыполнением основной резервной валюты своих обещаний. Страны Европы, оправившись после Второй мировой, наращивали свой экономический потенциал. Азиатские коллеги не уступали им по темпам развития экономик. А вот у США, как поставщика резервной валюты, возникли трудности. Оказалось, что запасы долларов, которые Штаты щедро раздавали странам под баснословные проценты, давно не соответствовали тем объемам золота, которые требовались для их покрытия. Это сокращало возможности резервной валюты. Для получения займов в МВФ и МБРР нужны были огромные ресурсы, которых у Америки, даже с учетом агрессивной политики опустошения снабженческой и инфраструктурной среды стран-должников, попросту не было. В результате даже тем государствам, которым деньги нужны были здесь и сейчас, и которые находились в безвыходном положении, Вашингтону приходилось отказывать из-за давления контролеров со стороны развивающихся государств. Великобритания, а также ряд европейских стран, несмотря на дружбу с США, все же следили, чтобы американцы не давали то, чего у них нет. Когда же попытки скрыть отсутствие золотых запасов в США провалились, Бреттон-Вудская система уступила дорогу ямайской. Ее основное отличие – полный отказ от особого статуса золота, уход от золотого стандарта и зависимости валюты государства от запасов ценного металла. С 1976 года золото в мире перестало быть тем мерилом богатства, которым она открыто выступала во времена Бреттон-Вудской системы. Но при этом некоторые страны, например, Китай, Япония, Саудовская Аравия, продолжили пополнять свой золоторезервный фонд. Другой особенностью ямайской валютной системы стало свободное плавание национальных валют. Отныне страны мира должны были сами определять, как будет развиваться их национальный денежный курс. Это могла быть неограниченная конвертация или же привязка к мировым резервным валютам. Центробанки не должны были следить за тем, чтобы курс в стране был фиксированным, как это требовалось ранее. Если же финансовый рынок одолевала инфляция, допускалось применять всевозможные интервенции, чтобы удержать национальную валюту на плаву. Отметим и кредитную фишку ямайской валютной системы. Стоит упомянуть, что и здесь не обошлось без очевидного вмешательства Штатов, которые в этот раз официально не участвовали в предоставлении резервных ресурсов,
но при этом скрыто старались демонстрировать свое мировое финансовое господство. Речь идет о создании новой формы заимствования – СДР. Она стала новой расчетной единицей Международного валютного фонда и официально применялась еще во времена существования Бреттон-Вудской системы с 1969 года. СДР, которая представляла собой специальные правила заимствования, по сути должна была играть роль аналога мировых денег. Но ее распределение между странами вызвало негодование у и без того проблемных экономик мира. Оказалось, что СДР распределялась между участниками МВФ неравномерно. Чем больше капитала вложило государство, тем большая доля виртуальных денег из мировых запасов ему полагалась. Учитывая, что саму эмиссию СДР осуществлял подконтрольный США МВФ, было понятным распределение ресурсов в пользу своего хозяина и угодных Америке государств. При этом доллар США, который якобы отошел от прав основной резервной валюты, передав все функции СДР, числился в списке резервных на первом месте. За ним шла валюта Великобритании как основного союзника Штатов на финансовом рынке, а также Швейцарии за стабильность банковской системы. Определенно, лизирующая позиция Штатов, которые открыто больше не продвигали доллар как первую резервную валюту, но которая была таковой де-факто, казалась вновь беспроигрышной. Вашингтон продолжал свою политику массового порабощения, заполняя наиболее ликвидными и привычными многим долларами экономики развивающихся государств. Мультивалютный стандарт и курсы плавающих валют, которые предлагала ямайская валютная система, помогли решить проблему недосыщения резервной валютой, как это было в конце существования Бреттон-Вудской системы. Но они также создали изъяны в экономиках ряда государств. И все потому, что с отменой золотого стандарта распространение американской валюты только усилилось. Однако у доллара появился достойный конкурент. Ямайская валютная система буквально требовала введения новой мировой валюты, которая бы помогла доллару уйти от фактически бесконтрольной эмиссии со стороны США. И вскоре членам МВФ представили евро, валюту европейских государств, которой могли пользоваться частично европейские страны вроде России. Евро предшествовала EQ, европейская валютная единица. Она представляла собой усредненный вариант 12 валют стран будущего Евросоюза. Вскоре EQ заменили евро, которые быстро обрели популярность и за пределами ЕС. В 2002 году евро можно было расплатиться в большинстве стран Европы, что упростило взаиморасчеты между странами. Первоначально евро рассматривалось как валюта, способная дать отпор американскому доллару. Но очень скоро европейским лидерам стало понятно, что обогнать США по объему распространенных в мире зеленых бумажек будет невозможно. Штаты слишком долго наращивали свой валютный потенциал, чтобы просто так уступить место кому-то еще. Вдобавок, было очевидно, что при всех своих достоинствах евро решить неоднородность экономик, использующих его государств, было нереально. Постепенное развитие ямайской валютной системы показало, что Вашингтон, пытаясь подогнуть под себя весь мир путем скрытого властвования в эпоху падения золотого стандарта, вновь просчитался. На этот раз Вашингтон не смог выполнить обязательства в области основного борца против кризисов. Курьез в том, что именно по вине Штатов в 2008 году мир пережил один из самых масштабных финансовых кризисов, начало которому положило падение ипотечного рынка в США. Россия в те годы обвалила свой ВВП почти на 7,8%, но спустя 2 года вышла на докризисный уровень, усилив свою независимость от влияния внешних факторов, прежде всего доминирования доллара. В итоге ямайская валютная система продемонстрировала ряд скрытых дефектов. Во-первых, большие запасы долларов у ряда ведущих стран мира и бизнесменов не давали шансов другим национальным валютам, а также евро, хотя бы немного приблизиться к американской. Во-вторых, в мире ощущался острый дефицит стабильных международных валют. Всех, кроме доллара. Эта афера объясняется просто.
Ни Япония, ни Великобритания со Швейцарией, валюты которых были резервными наряду с американским долларом, не запускали скрытую эмиссию. В США монетный конвейер в эпоху кризисов работает безотказно, наполняя экономику идущих против Вашингтона стран зелеными бумажками до отказа. В-третьих, без применения доллара валютным рынкам большинства стран мира пока что невозможно было обойтись. Применение СДР как аналога мировой валюте в современных условиях смотрится и вовсе нелепо. Этот актив не оправдал своего доверия. Развивающиеся страны были изначально поставлены в положение выпрашивающих подачку у Вашингтона. Потому что именно Белый дом, как незримый лидер МВФ, распределял СДР между своими друзьями из ЕС, входящими в членство фонда, отмерив себе больший кусок. Такое странное распределение средств способствовало еще большей зависимости экономик развивающихся стран вроде России от внешних факторов мирового финансового рынка. Привязки к золоту больше не существовало, но болезненная зависимость от доллара у государств все же осталась. И чем больше страна занимала в МВФ, тем отчетливее проявлялось веяние Штатов в ее внешнеполитическом курсе. Ямайская валютная система привела к росту инфляционных процессов, что является последствием принятия свободного плавания в выборе валютного курса. Кризис 2008-2009 года, который произошел из-за глобальной ошибки ипотечных кредиторов США, показал, что Америка в нынешних условиях и вовсе не способна править на мировой финансовой арене. На антикризисном саммите G20 и лондонском саммите Большой Двадцатки эти вопросы обсуждались даже теми, кто привык плыть с Вашингтоном в одной лодке – Великобританией, Германией и Францией. Россия, постепенно выдохнув после затяжного кризиса со времен развала СССР, а также преодолев все последующие проблемы, включая кризис 2008-2009 годов, в 2014 успешно продемонстрировала всему миру политику нового многоцентризма. Последовавшее за изменениями санкционное давление в 2022 году только усилилось, показав миру реальных, сильных союзников Москвы на финансовой арене. Отныне Россия, Китай, Индия, Иран, а также ряд других государств, которым чужды домыслы Штатов о продолжающемся господстве доллара, стоят на пороге создания новой валютной системы. Дух ямайской валютной системы фактически канул в лету, напомнив о былых временах, когда потомки Ротшильдов могли устанавливать свои правила, размахивая напечатанными на станке горячими долларами. Что же ждет мировую финансовую систему далее? Об этом поговорим в следующем выпуске. Благодарю за просмотр. Если вам понравился материал, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней.